Если вы думаете, что привезти из Турции, кроме надоевших магнитов, а бюджет ограничен, добро пожаловать в БИМ. Сегодня мы не пойдем в дорогие супермаркеты, а проверим, что можно найти в самых народных магазинах Турции. Здесь реально закупаются местные, и цены тут просто подарок. Многие туристы боятся заходить в БИМ или А101, думая, что эти магазины только для самых бедных. Но скажу честно, те, кто, как и я, живет в Турции годами, знают главный секрет. Здесь спрятаны лучшие находки страны. Сегодня я покажу вам товары, которые сама покупаю домой постоянно, сравню цены с популярными сетями и докажу, что качественный турецкий шопинг – это не обязательно дорого. Если вы планируете поездку в Турцию или уже здесь, это видео сэкономит вам кучу денег и нервов. Пойдемте смотреть, что тут есть. Сначала покажу вам то, что любят привозить все туристы. Это вот такой вот дубайский шоколад от фирмы Ülker. Это турецкая марка. Сейчас он по скидке стоит 95 лир. Очень хорошая цена, мне кажется, для него. Наверное, дешевле уже нигде нет. В туристических местах я знаю, что этот шоколад продают втридорого. Поэтому не спешите там покупать, а лучше зайдите в БИМ и посмотрите, есть ли он там. Вот эту фисташковую пасту я всегда советую привезти из Турции. Она очень вкусная, правда, 320 лир стоит. Есть здесь еще другие намазки ореховые. Вот такая вот еще, это из арахиса, арахисовая паста, всего лишь 70 лир. Но эту я не пробовала. Вот марка Зубер, кстати, это считается таким натуральным продуктом. У них есть и батончики тоже. 300 лир такая стоит. Все цены в долларах я подписываю внизу. Различный выбор варений. Нутелла, вот наша стандартная, 265 лир. Такая большая банка, сейчас ее возьмем. Есть, конечно, и аналоги турецкие. Они стоят немного дешевле, но в Турции вообще очень любят эту шоколадную пасту. А больше всего предпочитают вот эту. Чоко крем она называется. 189 лир. По скидке сейчас такая огромная просто бадья. И, кстати, многие ее и правда везут из Турции. Она вкусная. Кого интересует мед, вот лучшая марка такого меда, который можно найти в супермаркетах, Балпармак. 385 лир. Но это стекло, как бы вести не очень удобно. Вот есть в пластике с удобной крышкой, с таким дозатором. 325 лир стоит такой мед. Ну и рядом, как всегда, стоит более такой дешевый аналог, 120 лир. Ну, цена почти даже больше, чем в 2 раза меньше, так что выбирайте, на любой кошелек можно здесь найти. Вот такая вот есть хельва, это необычная халва, называется яс хельвасы с орешками. Здесь 500 грамм получается, и стоит она 74 лиры всего лишь. Это как бы очень, мне кажется, выгодно. Есть вот такая еще вкусняшка, это хельва из тахина. Вообще 40 лир всего лишь, то есть это вообще как копейки на сегодняшний день. И огромный выбор, конечно, обычной халвы. Здесь она тоже по бюджетным ценам, по сравнению с той же Коской, которую можно найти в Мигрос. Вот, например, такая халва с фисташками. Это фирма Серель. Стоит она вообще копейки сейчас, даже по скидке 95 лир получается. Есть у них еще с орешками, то есть ореховая. И вот такая с какао. Это перемешку, там обычная халва и как бы такая шоколадная. Вообще 60 лир всего лишь. Ну и есть простая, без добавок. Конечно, тоже она вкусная. Кто любит халву, вот покупайте 58 лир. Ну и, конечно же, оливочки. Я люблю здесь брать вот эти оливки Мармара Берлик. Они, смотрите, в какой удобной упаковке, которую можно везти с собой. Это пластик. 142 лиры они здесь стоят. И вот такие в вакуумных упаковочках еще тоже неплохие. Марка NG это тоже хорошая марка. Но они все, конечно, разные на вкус, поэтому пробуйте. 142 лиры стоит вот такая пачка оливок. Ну, еще, конечно, здесь большой выбор стеклянных упаковок, но на этом уже не буду останавливаться. Давайте посмотрим, что здесь есть из сладких вкусняшек еще. Не перестаю советовать вот этот вот миндаль в шоколадной глазури такой белой. Очень вкусно. Кстати, турчанки предпочитают его подавать к турецкому кофе. Как вы знаете, что к кофе, к чашечке кофе обычно какую-то вкусняшку. Ну, лукум это чаще всего, но иногда и вот такая красота. 100 лир стоит. У меня как раз дома закончилось, поэтому я возьму. Пускай будет в шкафу. Здесь Мира какие-то брауни взяла себе шоколадки. Ну, а вот
Что тоже любят, конечно, туристы, это лукум. Вот такой вот, как бы маленькая коробочка, такая ведерочка, да, 180 грамм здесь всего. Здесь ассорти 30 лир, это вообще копейки. Можете привозить на подарки хоть миллион таких коробочек, можно раздать всем знакомым, как бы мелочь, а приятно. Ну, а детки любят, конечно, вот такие желейки, это аналог Харибо. Тоже такие небольшие ведерки, 65 лир стоят. Ну, еще здесь, конечно, и Харибо есть, и другие сладости. Вот что вкусное, я вам советую попробовать вот эту шоколадку. Это тоже марка Ülker, очень популярная в Турции. Это такая кокосовая шоколадка, 12 лир одна. Я, наверное, возьму себе домой 3 штучки. Они, правда, вкусные, напоминают Баунти. Вот еще один аналог Баунти, но именно вот этот вот шоколад мне не нравится. Кто пробовал, напишите, как вам, но я раз взяла и пожалела. А вот это вообще моя любимая шоколадка, 40 лир этот батончик стоит. Это типа Твикса, но там начинка из фисташковый крем такой. Это просто обалденно, он очень нежный такой этот крем. Короче, возьмите, попробуйте, вы не сможете оторваться. Ну, а это вам лайфхак от турчанок. Если гости на пороге, у вас нечем их как бы угощать, вот вам, пожалуйста, можно купить такие готовые печеньки, соленые, вот сладкие есть, которые, в принципе, выглядят как домашние, и они по вкусу неплохие, но вы их покупаете. Вот, например, вкусные такие когда-то брала, это с каймаком, то есть со сливками такие, очень нежные, рассыпчатые печеньки, стоят они 100 лир. И еще я брала вот эти, тоже мне понравились, кстати, это миндальное вообще печенье, 80 лир стоит, вот они были такие в сахарной пудре, они вообще очень вкусные, правда, то есть перед гостями стыдно не будет, и как бы типа а-ля домашняя выпечка, ну, я думаю, что никто не спросит у вас, где вы их купили или сами приготовили. Переходим с вами к турецкому чаю и кофе. Вот такой чаек я всем советую брать от Lipton. Прямо вот так в пакетиках можно его заваривать. Он типа как турецкий, но не требует как бы заварки в двойных таких двухэтажных чайниках, которыми предпочитают пользоваться в Турции. Ну, кстати, его можно и в двухэтажном чайнике заварить. 120 лир он стоит. И рядом, как всегда, более бюджетная марка за 60 лир. Это марка Berg. И она есть, кажется, только в Биме, поэтому это их собственная марка. То же самое, 48 пакетиков здесь такого чая, но стоит уже 60 лир. Ровно в 2 раза дешевле. Вот вам какая экономия. Всегда обращайте внимание на собственные марки, которые есть, в принципе, в каждом супермаркете в Турции. В каждом своя марка. Вот такой турецкий чаек Чайкур, 320 лир стоит. Это, в принципе, известная марка, она есть везде. Это чай терияки. Это такой насыщенный, будет такой, как красный даже, можно сказать, чаек. Очень такой ароматный. И есть вот обычный ризе. Это более такой классический турецкий чай, 325 лир стоит такая огромная пачка. Ну и кофе, вот вам аналог Мехмед Эфенди знаменитого, это Абдулла Эфенди. Кстати, мне этот кофе нравится намного больше по вкусу, 60 лир он стоит. Конечно, многие, наверное, со мной не согласятся, но вы, наверное, просто не пробовали этот кофе. Мне кажется, он чуть мягче по вкусу, и поэтому я его предпочитаю. Есть вот такие небольшие еще пакетики, видите, тоже от фирмы Berg. Поменьше 120 лир стоит вот этот турецкий чай, но это именно рассыпной, то есть если вы хотите именно в турецком чайнике заваривать. Так, из напитков что у нас здесь есть? Здесь в Турции аналог Кока-Колы. Вот такая вот своя эта кола, Ле-кола называется, 25 лир стоит такая маленькая баночка колы. И фанта есть, в общем, как бы аналоги такие, знаете, местные. Лимонадик такой, 11 лир. Если хотите освежиться, зайдите в Бим, купите себе вот такой лимонад. В принципе, оно все как бы по вкусу неплохое. А я хочу вам посоветовать вот такую вот минералочку с фруктовую. 82 лиры стоит, но это за 6 штучек. В упаковке они поштучно не продаются. И здесь с добавками разными есть. Есть яблочная, есть вот манго. Раньше был еще дюшес, но я что-то не вижу. Ну и вот еще очень популярна в Турции вот эта марка. Это такой сладкий газированный напиток, но не минералка. 135 лир стоит вот 6 бутылочек этого напитка. Ну и какой же турецкий чай без настоящих турецких чашечек? Вот вам, пожалуйста, 180 лир за 6 чашек таких. Смотрите, какие красивые, необычная такая форма, не совсем обычная для турецкого стаканчика. И фирма хорошая, Паша Бахче. Это знаменитая турецкая фирма посуды. Вообще мне очень понравились эти стаканы. Даже задумалась, купить или нет, но у меня столько разных стаканов. Есть еще тоже такие вот для воды стаканы.
Это тоже марка Паша Бахче, 100 лир, 150 лир. Иногда здесь привозят посуду, ну, довольно часто, но турчанки прям очень быстро ее разбирают. Я удивлена, что осталось. Такая кастрюлька. Не знаю, нужна нам ли мне или нет. Ну, наверное, все-таки не буду брать. 320 лир стоит. И вот смотрите, какая красивая есть посуда. 1500 лир. Вот такие вот тарелки. Вау, очень красивые. Это как бы, наверное, для десертов, для тортиков, для каких-то, я думаю. Они все разные, смотрите, с разными такими. Ну, прикольно. Но мне кажется, что дороговато для набора из тарелочек просто. И вот есть еще такой же похожий кофейный набор, 700 лир стоит. Вообще эти товары относятся к тем, которые завозят здесь по пятницам. Раз в неделю в пятницу завозят какие-то интересные уникальные товары, которые можно выгодно купить в БИМ. А ВАЗ-101 по четвергам такой завоз происходит. Поэтому я всегда слежу за афишами в Инстаграм, если что-то интересненькое завозят, чтобы прийти с утра и успеть купить. Мира нашла здесь, например, такой не швабру, а веничек. Смотрите, что я здесь еще нашла. Это кофе турецкий, но его не нужно заваривать. Его можно просто растворить с водой. Я брала уже такой мятный, очень вкусный. Есть вот еще со сливками, с каким-то розовым шоколадом. Сейчас вот хочу взять. И с обычным шоколадом. 42 лиры, это меньше $1. Ну и вдруг кому-то интересно, какие сейчас цены на крупы, тоже покажу вам, мне просто кое-что отсюда надо. А именно рис. Я здесь всегда беру рис так называемым с запахом жасмина. Ясемин кокулу пиринч называется. Беру я его, потому что он очень легко готовится. 66 лир он сейчас стоит. Макароны здесь по 33 лиры. Филис марка. Это хорошие макароны в Турции. Они есть почти везде. Видите, они все разные, но все по 33 лиры. Немножко подорожали, кстати, макароны. Пару месяцев назад я вам показывала, кажется, по 30 лир во всех супермаркетах. Но сейчас уже, видите, хоть и 3 лиры, но подорожало. Так, это здесь что? Афиша с мороженым, смотрите. Кстати, вот мороженое в Турции советую брать Магнум. Магнум это лучшее мороженое. Вот есть у них, кстати, с фисташками 90 лир, конечно, но дорогое. Вот такое еще есть корнет с фисташками 75 лир, но оно очень вкусное. А мое любимое это вот нагер называется. Я очень его люблю. Правда, вот мое 65 лир оно стоит. Красная чечевица здесь стоит 46 лир. Есть еще ноут. Это по-турецки нут по-нашему. Вот такая вот крупа, да, 62 лиры. Так, фасоль по 85 лир. Есть еще по 77. Ну вот такие цены. А, еще зеленая чечевица, конечно, очень популярная. 57 лир. Очень вкусное из нее блюдо, кстати, получается. Так, какая сейчас цена на яйца? Я, кстати, в БИМе беру всегда вот эти яйца. Мне не нравятся здесь, в принципе. 15 штук. Размер большой. L. И стоят они сейчас 86, короче говоря, лир. Ну, в принципе, цена хорошая. Давайте немножко посмотрим, что здесь по специям. Вот, например, хорошая специя сумак. Она такая кисленькая, к салатам подходит, 70 лир. Ну, это обычная мята, 16 лир. Кстати, интересно, что написано по-английски. Вот, например, кекик, орегано, 33 лиры. Это очень удобно. Кокосовая стружка здесь есть, кимьон, кумин. Видите, написано на английском тоже. То есть вы можете тоже понять, что это все значит, да, потому что со специями, с названиями специй в Турции немножко, конечно, такая неразбериха. Вот эти вот семечки мелкие такие используют для того, чтобы на выпечку посыпать, на булочки всякие. Есть вот такой вот красный сладкий перец, 38 лир стоит, и острый перец, 43 лиры. Это, конечно, обязательно во все турецкие блюда. Эти два перца идут, ну, практически во все. Из консервации, смотрите, вот это вот то, что я очень люблю, это консервированные перцы на мангале. Они очень вкусные, 85 лир они стоят в БИМе. И еще есть баклажаны тоже на мангале, 51 лира. Ну, конечно, это есть практически в любом супермаркете. 121 лира здесь стоит вот такой вот тунец. Это две больших банки тунца за такую цену, 121 лира. Но к салатикам я всем советую взять вот такой вот гранатовый соус.
Это очень вкусно, поверьте мне. Кто не пробовал, обязательно попробуйте. Только смотрите, чтобы соус был густой. 115 лир стоит этот соус здесь. Мира тут нашла какую-то новиночку. Это йогурт с игрушкой. Здесь, в принципе, этот йогурт давно. Кстати, от марки Danone. Не знаю, есть ли такое за границей, но вот у нас он очень давно. Вот, смотрите, сейчас со Стичем его начали выпускать. Раньше здесь были другие коллекции. Стоит такой, ого, 60 лир, почти 57. Я вот только сейчас заметила, что вот этот вот чай называется турист чай. Не знаю почему. 130 лир такая маленькая упаковка. Молоко по 40 лир здесь. Но я вам вообще сюда пришла масло показать. Оливковое масло 280 лир. Стоит вот такая вот банка. Кстати, она в пластике. Тоже удобно бутылочку такую взять. И 315 лир. Но это уже покруче. Марка Комили. Очень такая известная. Она есть, в принципе, везде. Ну, вот здесь сейчас скидка на это масло. Ну и обычная, конечно, тоже есть по 115 за литр. Еще один важный отдел для туриста, потому что все любят здесь брать, конечно же, фисташки. 195 лир стоит пачка вот таких вот упаковка. 150 грамм фисташек. Очень вкусная, кстати, Симбад. Эта марка, ну, неплохая, она здесь представлена очень давно. Если хотите такие более крупные фисташки, это вот джумбо они называются, джумбо точнее. Здесь, правда, 300 грамм, 395 лир стоит. Вообще тут большой ассортимент и выбор всяких орехов. Вот, например, есть и миндаль, и что это у нас здесь, арахис, 105 лир. А вот, кстати, есть еще чурчхела, 125 лир. Ну, по-турецки она называется ореховая колбаска. Хотя это сладость, конечно же. Вот так она выглядит. Кто-то снял упаковку. Видите, внутри орешек. Так, давайте посмотрим, что еще интересненького. Вот есть, например, курага и финики. Вот, это то, что, конечно же, всем нужно. Вот такие финики стоят 120 лир за упаковку. Ну, в принципе, мне кажется, нормальная цена, да, адекватная для такой упаковочки. Есть здесь также вот такая вот смесь орехов. Тоже можете попробовать. 115 лир. Как бы недорого, мне кажется. Ну, самое такое бюджетное, это же, конечно, арахис, как всегда, 47 лир, вот 35 лир, такая небольшая упаковка. О, смотрите, вот есть еще леблеби, это, кстати, тоже бюджетная штука, 52 лиры, вот такой вот есть белая леблеби. Леблеби это обжаренный нут на самом деле, да, ну просто он называется здесь по-другому. И вот такой вот тоже, в принципе, бюджетно 52 лиры, чуть больше $1. Отдел бытовой химии, я всегда здесь беру вот эти салфетки. Они очень классные тем, что они очень такие пропитанные. 44 лиры всего лишь стоят. И они большие. Очень в уборке пригодится, правда. И они есть только в БИМ. Еще я беру всегда здесь вот этот ополаскиватель для белья Булут. Он очень вкусно пахнет. 101 лира сейчас он стоит. Смотрите, какие миленькие. Такие стеклянные, как это называется, по-турецки саклама кабы. В общем, для того, чтобы еду хранить. Кофейные чашечки, правда, размер такой средний, но это, наверное, больше как для эспрессо. А вот есть и еще другие чайные стаканчики за 6 штук, 112 лир, и рядом 64 лиры. Тоже за 6 штук. Если честно, не вижу особой разницы, кроме марки. Ну, возможно, одни немножко больше, чем другие. Ну, да, есть такие, конечно, приколы, что цена отличается иногда в 2 раза. Вот эта вот штука мне нужна. Это для того, чтобы раковину пробивать. 50 лир. В хозяйстве всегда она нужна. Вот это вот средство очень любят турчанки. Аспирокс для того, чтобы мыть кухню или ванную. Но оно, конечно, такой запах не имеет неприятный. А вот эти салфетки я всегда советую. Слипи, это тоже в уборке незаменимая вещь. 120 лир стоит. Они с уксусом и они не оставляют следов. И, кстати, безопасны для ваших ручек. Вот это, кстати, сейчас популярная штука. Это такие таблетки для стиральных машин. Я брала и, в принципе, осталась довольна. Кстати, в БИМ всегда есть свежевыпеченный турецкий хлебушек. Вот он лежит. 17 лир, наверное, да, он стоит сейчас. Всегда его привозят с утра, каждое утро свежий, чтобы турки могли выйти в магазин перед завтраком и купить обязательно себе свежий хрустящий хлебушек. Есть здесь также и овощи, и фрукты, но как бы чаще всего не очень они. 50 лир огурцы, 50 лир помидоры сейчас. Ну, нужно выбирать, да, конечно, то есть раз на раз не приходится. Мы уже пришли вечером, и, наверное, здесь уже не очень выбор. Например, вот перцы совсем завяли. Авокадо сейчас по 50 лир, ну, они очень твердые, не буду брать.
Мы будем уже идти на кассу. Обязательно сейчас приду домой, покажу вам, что я купила и сколько мне вышел, конечно же, чек. Конечно, в Биме еще много очень разных других вкусняшек, поэтому не забывайте, заходите сюда. Это очень, на самом деле, классный магазин, в котором бюджетные цены. Не думайте, что здесь прямо бюджетно, а значит плохо. На самом деле это не так. Товары настолько же качественные, насколько и в других супермаркетах. Ну что, мои покупки как местного жителя, и покажу вам чек. Купила вот такую колбаску, самая такая более-менее вкусная, на нашу похожа, она нарезанная уже идет, копченая индюшья такая колбаска. Рис вот этот, который я вам говорила, это самый-самый классный рис, потому что его не надо отдельно замачивать, он получается разваристый на турецкий плов. Дальше взяла всегда в хозяйстве. Дальше у меня закончилась вот эта вот штука для того, чтобы раковину на кухне пробивать. Она всегда нужна, и пусть будет, в общем, как раз 3 пакетика здесь мне. И перчаточки взяла вот такие вот, тоже всегда беру, 120 лир они стоят. Так, дочке нутеллу огромную банку, потом пудинг она взяла такой шоколадный, ну, это типа йогурта шоколадного. Такие киндер пингви она любит. Вот эту вот шоколадку я тоже люблю, это типа баунти, я вам показывала. Брауни это тоже дочка любит, я не очень люблю брауни. Шоколад в шоколаде, как по мне. И вот эту я взяла вот такую вкусняшку. Здесь какие-то рисовые такие хлопья внутри, которые лопаются с апельсином. Меня как бы привлекло то, что здесь всего лишь 84 калории. Вот с кофе, если захочется сладкого. Я слежу сейчас за калориями. И дочка еще взяла вот такую нутеллу. Дальше закончился ванилин. Всегда такой беру. Есть там и другие марки, но я вот доверяю вот этой вот всемирно известной, наверное, марке. Беру всегда такой ванилин. Дальше взяла вот такой кофе попробовать. Сейчас мы с вами будем тестировать эту красоту. Мне просто, знаете, чисто интересно, он розовый или нет. Кстати, этот турецкий кофе, он хоть и турецкий, все, но его не нужно заваривать, его просто кипяченой водой растворить. Ну, это как бы больше, конечно, побаловаться. Для любителей не просто такого, знаете, как некоторые говорят, турецкий кофе, мол, горький, слишком горчит. Вот это для вас такой вариант, лайт, который можно легко приготовить, и, скорее всего, он всем понравится. Я пробовала такой мятный, и со сливками пробовала. Мятный мне нравился пока больше всего, но вот этот я еще никогда не пробовала, поэтому сейчас заварим как раз. И вот для кофе всегда нужно что-то подавать рядом, принято, и когда будут гости, то вот с такими вот миндалем в шоколаде можно будет чашечку турецкого кофе подать. Дальше дочка любит, а я что говорит, люблю вот такую вот лапшу быстрого приготовления. Это типа нашей мивины. Она самая вкусная именно вот этой марки Индоми здесь в Турции. Остальные я покупала, но все очень невкусно. Вот это вот самая такая, которую можно есть, да, она в принципе очень на мивину похожа, мне кажется. И вот такое печенье, тоже дочка любит. Это цельнозерновое, получается, из цельнозерновой муки печенька. В чай, знаете, как в детстве макать. Очень вкусненькое такое печенье. И как вы думаете, да, дочка взяла еще там себе вот эти вот йогурты с стичем. Кстати, сейчас тоже покажу, что там попадается. Может, у кого-то есть детки. Тоже классная тема. И что вы думаете? Весь чек. Еще купила мусорное ведро. Ну, его же не буду показывать. Обычное мусорное ведро на кухне. Весь чек у меня вышел на 1365 лир. Я подпишу, сколько это в долларах, но не кажется ли вам, что для покупок из самого бюджетного супермаркета Турции, для вот этого вот всего лишь это 2 пакетика, чтобы вы понимали, и то не полных, такая цена, это что-то как-то очень много. Но я пересмотрела чек, и все здесь правильно было. Сделала я себе этот кофе, и он и правда розовый. Вам на камере, может, не так видно. Видите, такой, ну, конечно, не прям такого розового оттенка, ну, розоватый, видите? Очень сильно пахнет шоколадом. Специально в прозрачной чашке сделала. Ну, должно быть вкусно, думаю. Ну, побаловаться, почему бы и нет. А вот в этих йогуртах попадаются вот такие вот стичи, такие игрушечки на подставке резиновый. Вот такой вот дочке попался, и вот такая гитара Стича. А до этого у них была серия со Звездными войнами. Может, и сейчас есть, не знаю, не обратила внимания в магазине. Вот такие вот попадались штучки. Еще там были герои Марвел и принцессы, кажется так.
В общем, у кого детки, то можете себе тоже иметь в виду, что им будет прикольно собирать такую коллекцию. Надеюсь, БИМ вас сегодня порадовал. Не забудьте сохранить это видео, чтобы не потерять список покупок, когда будете в Турции. Подписывайтесь на канал, если было полезно, и пишите в комментариях, из какого магазина хотите следующий обзор. Всем вкусных находок и до встречи в следующем выпуске. Пока-пока!